Всем привет! Сегодняшний обзор будет о замене панели приборов на Chevrolet Captiva C100. Значит, алгоритм действий. Первым делом, чтобы снять эту панель, помимо двух саморезов, расположенных здесь, нужно, значит, снимаем вот эту вот накладку. За ней будет находиться саморез, который, открутив который, значит, освобождаем пластмассу для съема вот этой вот панельки. Далее поворачиваем руль. Вот вы видите один саморез, второй саморез. Откручиваем их, сдергиваем вот эти вот пластиковые, верхнюю пластиковую панельку. Далее снизу здесь саморез для того, чтобы снять эту накладку. Эта накладка тоже здесь держится на двух саморезах. После того, как мы все это освободили, после этого нам будет доступно, значит, мы сможем открутить вот эти вот два верхних самореза и сдернуть вот эту пластмассовую накладку на себя и вытащить ее. После нам откроется три самореза крепления, один вверху и два внизу. Сдергиваем их, и вот она, панель подается вперед. С задней стороны у нас всего лишь один разъем. Подлазим руками и сдергаем его. Так, ну теперь продолжу видео после того, как разберу эти части крепления. Так, народ, ну вот смотрите. Я не знаю, видно, не видно. Вот снята панелька. Как видите, боковая. Здесь, значит, нам необходимо снять вот этот вот треугольничек. Он делается на одном саморезе. Вот. Затем мы снимаем боковую вот эту штуку, где у нас корректор света находится. И после этого, открутив два верхних самореза, вытаскиваем вот этот вот кожух. Так, ну вот панель уже, в принципе, вы видите вверху саморезы, вот, которые необходимо еще будет. Так, вру. Вот смотрим, внизу саморез, в этом низу тоже саморез. Вот. Делаю в гараже, поэтому изображение не очень. И вот верхний еще один саморез. Все, здесь уже все откручено. Верхняя панель снята. Здесь эта панель тоже снята. Она держится на одном саморезе. Вот он. Вот. Снизу всего лишь один саморез надо будет открутить, чтобы эта панель у нас чуть-чуть подалась. Вот прям вот слегка. Для того, чтобы ее снять. Так, ну буду продолжать дальше снимать панель. Так, ну вот панель родная снята. Вот панель, которую я буду устанавливать от C140. Внешне они по креплениям идентичны. Здесь внизу. Здесь внизу. Далее по боковым сторонам. Здесь разъем у нас находится сбоку. Так, смотрим. Здесь разъем находится точно по центру. Вот, собственно говоря, все отличие. Ну, сейчас буду устанавливать. Так, ну вот я панель установил.
пока еще не включал. Вот. То есть все полностью совпало. Крепление, все. Разъем, все подключилось. Итак, первое включение панели приборов. Как-то так. На этом сборка в обратной последовательности. Вот. Собственно говоря, буду собирать. Всем спасибо за просмотр. Вот так вот. Небольшой тюнинг Captiva C100 2009 года. Небольшое дополнение по поводу работы панели приборов от C140. Это панель, которая сейчас у меня стоит от дизеля. Разница в градации тахометра, как вы видите. Вот. Помимо плюсов, то, что дизайн у нее более современный, панель оптитронная, то есть вот я сейчас выключил свет, она горит, подсветка панели горит. Вот, ну, более красиво. Значит, помимо плюсов, что у вас будет? Значит, будет пару ошибок, которые необходимо заклеить. Одна ошибка будет гореть вот здесь, вот это ошибка иммобилайзера. Лампочку эту можно заклеить. И ошибка ручника. Ручник, потому что на панели C100 электронный, поэтому будет гореть эта ошибка. Больше установка, подсоединение, все без проблем. То есть все остальное работает, стрелки прыгают, движутся. В самой панели, эта панель дорестайлинговая, то есть есть еще одна версия, где здесь компьютер бортовой. У меня здесь только пробег, вот, три дисплея: маршрут А, маршрут Б, спидометр. И если кнопку удержать, то появляется, удержать эту кнопку нажатой, то появляется меню выбора языка. То есть выбрать можно там из 10 языков. Вот. В принципе, больше проблем никаких нет. То есть так, и также у вас пропадет лампочка Винтер. Вот. Проблему еще один минус: датчик температуры. То есть здесь температура загорается, лампочка, только при достижении, если перегревается движок. Но я вышел из положения, установил китайский девайс, вот, дисплей, вот, который показывает мне температуру двигателя. Но сейчас, правда, не очень видно. Ну, с водительского места видно нормально. Ночью показывает и скорость, и температуру двигателя. То есть
решение по температуре, одним словом, есть. Вот. По винтеру, по кнопке вот этой винтер, значит, могу сказать так, что если вы ее случайно нажали, естественно, индикации никакой. Вот. Эта кнопка автоматически гаснет, вернее, функция автоматически обнуляется при очередной заводке двигателя. То есть она работает ровно до тех пор, пока вы не заглушите машину. Ну, в общем, как-то так. Больше тут говорить не о чем. Внешний вид панели, конечно, гораздо хороший. Да, и пробег будет такой, какой у вас на панели приборов новой. Старый пробег, который у вас до этого был, естественно, не сохранится. Вот коротко все. Всем пока.